Всем здорово, друзья! В работе автомобиль Таврия. Двигатель здесь установлен инжекторный 1,1 литра. Модель двигателя MEMZ 2471. По сути дела, это один из первых моторов Мелитопольского завода, уже оснащенных распределенным впрыском топлива. Устанавливался на автомобиле Таврия. Также у него есть кровные братья. Это двигателя 2472 1,1 литра. Устанавливались на автомобиле АК. И двигатель 2477 уже объемом 1,2 литра, которые ставили на автомобиле Славута. Мы не будем сильно вникать в подробности и в историю отечественного моторостроения. Сразу перейдем к делу. Значит, основная проблема, по которой я обратился клиент, это повышенный шум двигателя. Даже, я бы сказал, не шум, а такой серьезный стук. Сейчас я двигатель запущу, мы это послушаем. Ну, предварительно я, чтобы хорошо было все слышно, так сказать, оценить этот шум и локализовать. Сейчас сниму, пожалуй, корпус фильтра, вот эти все пластиковые элементы, и послушаем его. Самое интересное, что пробег этого автомобиля всего лишь каких-то 19 тысяч километров. Ну, скорее всего, что был как у какого-то дедушки. Хозяин здесь не первый. Когда еще наше государство беспокоилось о инвалидах, эти автомобили выдавали инвалидам. Ну, также участникам ликвидации аварии в Чернобыле, ну и там другим категориям населения с ограниченными возможностями. Также я здесь не увидел переоборудования, ну, скорее всего, что здесь его и не было, приводов ручного управления. Ну да ладно. Так, слышно, как бензонасос отработал, топливо пошло. Ну, в общем, такой вот интересный стук. Так, ну это не считаем. Это у нас заходит назад регулятор холостого хода. Проявляется на всех режимах. Так, судя по звуку, звук у нас доносится где-то со середины головки блока цилиндров. Звук у нас такой полузвонкий. Есть два варианта в этом случае. Либо же это у нас стучит распредвал, либо это у нас стучит какой-то из шатунов, верхняя головка шатуна. Под клапанной крышкой из-за такой пробег, конечно, я вижу, у дедушки не было возможности и времени обслужить автомобиль. Масло чернющее на клапанной крышке, то же самое здесь. Битум. Ужасное состояние. О, ты ё-моё. И это 20 тысяч. Так, ну я не вижу смысла здесь как-то еще прислуховываться, присматриваться. Принято решение вместе с хозяином снимать головку блока цилиндров и дефектовать головку и кривошипно-шатунный механизм, поршневую, в общем, все вместе. Конечно же, скорее всего, что-то критичного я там не увижу, так как пробег небольшой, но все может быть. От этих автомобилей можно ожидать все что угодно. Поехали. Откручиваем выпускной коллектор, приемную трубу, и снимаем головку.
Ну, головка снята. Смотрите, как интересно. Прокладка посажена на медную пасту. Ну и что я хочу сказать. Первое. Здесь дяденька что-то скрывает. Здесь не 20 тысяч. Скорее всего, что больше. 120. Тут ступенька очень хорошая. Ну, до блока мы чуть попозже дойдем. Обязательно промеряю нутромером его. По головке. Ну, сильно ничего криминального я не вижу. Запотевание масляное с-под коллектора. Клапан впускной, 4-й цилиндр сгорел. Впускной 3-й сгорел. Выпускной 3-й сгорел. 2-й и 1-й. Вот тут еще на 2-м выпускной вижу. Чуть-чуть есть. Ну, вскрытие все равно покажет. Чуть попозже разберем ее полностью. В принципе, я, возможно, даже в правильном направлении копаю. Поршня все болтаются. Причем они и так болтаются, и вот так болтаются. И больше всего болтается 1-й поршень. То есть он болтается, качение идет на самом пальце. Или на пальце, или на втулке. В общем, как ни крути. Поддон, скорее всего, что тоже надо снимать, вытаскивать поршни. Ну, предварительно вот такая программа. Диаметр цилиндра в моторе 1.1 72 мм. Выставляем нутромер. Размер 72 мм. Второй и 3-й поршень у нас сейчас внизу. Вот с них и начнем. В самой верхней части 100. Спускаемся ниже. 0. Продольно. Соточка. Чуть ниже. 0. 3-й цилиндр. Вверху. Две сотки. Ниже. Сотка. В общем, нет здесь особо выработки. Так, вот 1-й цилиндр. Где у нас подозрение? Ну, тут по нолям. Вверху. Внизу. Тоже почти 0. Там полсотки. Продольно. Продольно. Соточка. Внизу. Ну, аналогично. Сотка. 4-й. 0. Внизу. 0. Продольно. 0. Внизу сотка. С блоком у нас с поршневой все нормально. Тут, в принципе, никто никого не обманывает. Созванивался я с хозяином. Он сказал, что да, действительно на спидометре 19 с копейками тысяч, но продолжительное время у него спидометр не работает. То есть, сколько на самом деле, ну, сказал, я не знаю. Ну, пробег небольшой в этого мотора. Я думаю, все равно стоит достать, открыть поддон, достать поршни,
и посмотреть на состояние втулок и пальчиков на поршнях. У нас как бы стоит задача найти, что стучит в моторе. До головки я еще не добрался, но пожалуй, наверное, сейчас я все-таки ее разберу и начну, пожалуй, дефектовку самой головки. Как бы на блок решить у меня какие-то сомнения есть все равно. Так, ну, снял коллектора с головки. Разбираю дальше. Значит, здесь, что первое я заметил. Да, заметил то, что у нас очень большой люфт распредвала. Вот тут распредвал удерживает вот этот корпус датчика фазы. Он еще здесь не отклеенный, он приклеенный здесь на прокладке. И имеем вот такой вот люфт. Ну, здесь, наверное, больше миллиметра. Это первое. Дальше я снимаю ось коромысел. Откручиваем вот этот винтик. Да, снимаем, кстати, сразу вот этот корпус, что влияет на осевое перемещение распредвала на этой головке. А влияет вот эта вот прокладка. Она есть разной толщины. Ну, я смотрю, тут уже, по-моему, самая тонкая прокладка стоит. По-моему, 0,8 или 0,7 миллиметра. По-моему, они начинаются от 0,7, если я не ошибаюсь. Или от 0,5 даже. Но это нужно будет делать методом подбора прокладок. Устанавливается сюда индикатор часового типа. И методом подбора прокладок закрепляется корпус датчика фазы и подбирается прокладка по толщине. Так, ну здесь стандартная болячка, это течь сальника, вот этого вот заднего. Передний, в принципе, у нас в норме. Ну, достаем ось коромысел, смотрим дальше. Да, забыл сказать, для удобства я откручиваю полностью все регулировочные винты, чтобы ослабить натяг пружин. И вытаскиваю те, которые вытаскиваются сухарики или пятачки, как их называют. Здесь их должно быть 8 штук, аккуратно не теряем. Так, ну что, друзья, раскидал я полностью головку. В общем, что мы имеем? Ну, перво-наперво, что самое так мелкое, это стандартная ситуация. Направляющие разбиты. Самое большое это у нас на первом цилиндре. Ну, в принципе, они все разбиты. Ну, это цветочки. Значит, нашли мы, так сказать, причину, что у нас тут стучит. Если будет видно на камеру, сейчас примерно покажу. Распредвал имеет очень большую выработку, значит, на второй опорной шейке, на первой опорной шейке и полностью на всех кулачках. И самая такая жестокая выработка, вот у нас 7 и 8 кулачок. В общем, почему попадался этот стук именно на такт работы цилиндра, это потому, что он перекладывался здесь с кулачка на кулачок. Поэтому казалось, что стучит именно один цилиндр. Ну, это 4-й цилиндр. Значит, распредвал у нас однозначно под замену, но перед тем, как уже определяться с выводом, нужно обязательно померить выработку в опорных шейках в постели. Как интересно, видите, видно, где прогоревшие клапана, вот где прорываются газы. Сифонит, как он сажей. Вон тоже видно. Там, где прогары, оттуда вон такие типа следы остаются.
Ну, здесь понятно, здесь направляющие клапана под замену, сальнички под замену. Ось коромысел тоже очень сильно пострадала. Ну, я так подозреваю, в головке очень большое масляное голодание. Произошло оно по причине того, что, скорее всего, не своевременно менялось масло. Это свидетельствует состояние внутри ее. Я показывал, и что творится под клапанной крышкой. Значит, очень большая выработка на местах, где работают коромысла. Не знаю, будет видно на камеру, вот так приближу. Даже видно, что здесь ямы. Вот. Здесь как бы нормально, вот там, где масло поступает в опорную шейку распредвала, а вот где коромысла, такие вот сейчас на фоне, такие две ямы. Две ямы здесь, две ямы здесь и две ямы здесь. Короче, как ее еще называют, флейта, тоже под замену. Ну и, соответственно, все коромысла тоже пострадали. Вот 7-й, 8-й, самое больше 7-й, такая на нем яма. Ну и они имеют очень большую выработку с одной стороны, то есть отверстие здесь овальное. Потому что опираются они как раз на вот эти места, где у нас выработка. То есть они работают здесь в постоянном натяге за счет пружин. Так, ну самая живая шейка это у нас 5-я. Так, ну 42. Как по книжке. Это 5-я шейка. Последовательно у нас такой прикол на Таврии есть. 4-я шейка, она у нас на 0,5 должна быть меньше. Значит, каждая, если считать от 4-го цилиндра, каждая шейка на 0,5 меньше в размере. То есть вот это у нас 4-я должна быть 41,5. Так она и есть. Ну, 41. Да, 41, 42. То есть она у нас меньше. На ней есть выработочка, да. Задиры есть. 41, 42. То есть она у нас получается на 8 соточек меньше. 3-я, соответственно, у нас должна быть 41. Да, у нас тут не хватает чуть-чуть. Оно и видно, есть выработка тоже. 40,94. 6 соток в минусе. Вот самое интересное, 2-я. 2-я должна быть 40,5. Так, чуть-чуть я промахнулся. Так, а 2-я у нас, да, я бы не сказал, что много. 40, 43, 44, 45. 40-43. Ну, допустим, там еще погрешность микрометра. Так, ну и 1-я, соответственно, 40 ровно должна быть. Ну, 39,97. 3 сотки в минусе. Ну, это еще по-божески. Я думал, что-то будет хуже. Ну, основная проблема, это, конечно, рогатые кулачки. Они рогатые на всех кулачках. Ну, в основном это вот наш 7-й. Ну, соответственно, отсюда он так полузвонко и стучит. Так что мы, скорее всего, что в блок лезть не будем. Сейчас еще, конечно, согласуем с хозяином. Ну, имеем вот такой результат. Значит, созваниваемся сейчас с хозяином, согласовываем план ремонта, заказываем все необходимые запчасти. Есть определенное сомнение насчет 1-й, 2-й и 3-й постели распредвала. Так-то уж уже видно будет. Сейчас я попробую показать поближе.
что там творится. В общем, есть задиры, канавки, задиры. Как бы так хорошо показать. Да вот так вот примерно. Это у нас третья шейка, постель. Вот тут у нас тоже на второй. Но самое большое и опасное это на первой. Прямо как будто выжрало чем-то, наждаком каким-то. Да, он есть и на четвертой, и на пятой. В общем, экономили, скорее всего, что на масле. Имеем такой результат. Ну и не вовремя, в общем, меняли его. Так, друзья, ну, померил я все полностью 5 шеек. Постели распредвала. В общем, все там нормально. Износ примерно где-то в сотку. Даже меньше, там где-то до соточки и чуть-чуть не достает. Так что это был зрительный обман. Основная проблема все-таки с распредвалом. Так, ну, на этом, в принципе, дефектовка, я думаю, закончилась. Головочку отмываем, подготавливаем к ремонту, меняем направляющие втулочки и шлифуем. Детали головки все помыты, почищены, болты тоже кое-как поотдраивал. Очень сильное лаковое отложение, блин, ничего не берет. Хотел уже щеткой чистить, но оставил, кое-как здесь поотмывал все. Канальчики почистил. Новенькие направляющие уже на месте. И головка сошлифована на 5 соточек. Она, в принципе, ровненькая была. Сняли всего-навсего 5 соток. В принципе, можно приступать к ремонту. Разворачивать направляющие втулочки и прирезать седла, пока едут все остальные запчасти. Один зритель там просил показать код, какие я ставлю направляющие втулки. Я использую только АМП. Вот таких коробочках. Здесь есть проверочный код. Ну, я не проверял уже. В принципе, нет смысла этого делать. Значит, есть инлет и EX X-House. Выпускные код JZAS 004, впускные JZAS 003. Не помню, как зовут зрителя, какой ник, но просил для заказа код именно направляющих втулок АМП. Ну, в принципе, их не так-то уж и трудно найти, в любом магазине они продаются. Сейчас продукция АМП довольно-таки распространенная. И я уже видел, даже прокладки они штампуют под головку, там другого рода. Уже начались производства прокладок. Ну, продукция, тем не менее, пока остается на высшем уровне. Что клапана, что направляющие, также поршневая, поршни, кольца, пальцы. Для направляющих втулочек, значит, для впуска двузаходная разверточка диаметром 8,02. Для выпускных тоже двузаходная 8,03. Это ручные разверточки. Я постоянно их покупаю. Это магазин Инструмент, по-моему, черкасский. Сайт, если найду, кину ссылочку здесь в описании под видео. Называется магазин производитель промышленного инструмента. Город Черкасы. Очень качественная. Много направляющих втулочек они разворачивают. Если брать там дешевые по 100, по 150 гривен, они даже одну головку не могут сделать. А эти черкасские очень хорошие. Уже я отремонтировал, наверное, десятка-два головок, и они не тупятся. Выпускные направляющие прохожу сначала разверточкой 8,02, затем меняю и прохожу 8,03.
так как сразу 8.03 будет очень жестко, очень напряжно для режущей кромки. Далее также разверточка 8.03 для выпускных направляющих. Уже и после 8.02 будет легче. Недавно произошло вынужденное обновление моего инструментария для ремонта головок блока цилиндров. Приобрел таких вот два наборчика зенковок с раздвижными ножами. Это продукция нашего харьковского завода специального оборудования. Пилоты здесь цанговые. В комплекте есть все необходимые размеры: 5 мм, 5,5, 6, 7 и 8 мм. Выполнены очень качественно. Я уже несколько головок ими сделал, и я пока доволен. Ну, это что-то наподобие черкасских шарошек, только производится здесь у нас в Харькове. Ножи очень крепкие, какой-то твердосплав. Вот, наверное, штук 5 головок я уже сделал. Нет и намека на износ. Ну, мой старенький набор шарошек типа убегающий зуб еще в работе. Также есть все необходимые пилоты к нему. Уже несколько раз я его перетачивал. Процедура не дешевая. Одна шарошка стоит 150 гривен. Казалось бы, проще купить готовый набор. Они меня тоже устраивают. Работают они хорошо. Но все же нужно двигаться дальше. Также есть того же производителя шарошки. Это нерегулируемые. Ножи тоже хорошие здесь, качественные. Но они здесь вклеены. Так, ну не будем вдаваться в подробности. Прирезаю я сначала, прохожусь фаску 45 градусов, чтобы, так сказать, ее проявить. Потому что здесь я уже вижу, что это заводская зенковка. Здесь очень все плохо. Сейчас мы будем их выравнивать. Ну и нарезать вспомогательные фаски 60 и 120 градусов. Как и ожидалось, фаска ушла в сторону, но она ушла в правильную сторону.
Все седла прирезаны. Все красиво. Шарошки хорошо справляются со своей задачей. Рекомендую тем, кто занимается таким подобным гаражным ремонтом. Бюджетный вариант, но качество изготовления, пожалуй, очень хорошее. На какой-то там New Way или станочек какой-то я не претендую, слишком долго придется собирать. Ну, такой вариант тоже прокатывает. Ножи продаются к ним запасные. Упаковка такая невзрачная, пищевой лоток. Ну ничего. Зато важно содержимое, а не упаковка. Ну, можно притирать клапана и засухаривать. Клапана будут установлены все те же АМП. Пока что я им не изменяю. Как всегда, качество на высоте. Также куплены и остальные детали газораспределительного механизма. Новенький распредвал по заводу, распредвал инжекторный. Отсутствие шестеренки косозуба и наличие шпонпаза свидетельствует о том, что вал инжекторный подфазированный впрыск топлива. Ось коромысел по заводу, номерок, если нужно, переписываем. И все 8 рычагов газораспределения тоже по заводу, а ниже коромысла. Сальники клапанов Ветерейнс и сальнички распредвала передний и задний по L-рингу. Здесь в коробочке их 2. Клапана притерты. Везде все красивенько. Можно засухаривать и собирать головочку. Перед установкой оси коромысел нужно проверить, не болтаются ли они на новенькой оси. Маленький люфтик должен быть, но сильно ничего не должно шататься здесь. Все 8 коромысел обязательно нужно проверить, потому что случаи бывают разные. Это первое, что касается оси коромысел и коромысел. Второе, это в самом коромысле есть маленькое отверстие внизу для смазки кулачков распредвала. Тоже нужно взять какую-то медную проволочку и проверить, все ли они нормально, не забиты. Это очень важно, потому что, не дай бог, там какая-то будет стружка или отверстие в коромысле недосверлено, то такая ситуация, которая случилась
в данном случае с двигателем, то есть с головкой, повторится заново. Обязательно проверяем. Если нужно, прочищаем. Вот в данном случае вот все, вот уже 5-е коромысло, и оно плохо, здесь маленькая стружка после обработки осталась. Но она легко прочищается. Ось коромысел заводится у нас, если смотреть на головку, с правой стороны. Ну, у меня она развернута, поэтому с левой стороны. Ось коромысел, вот здесь есть 8 отверстий. Обязательно ось коромысел должна стоять этими маленькими отверстиями вниз, то есть в сторону распредвала. Потому что ее можно с дуру установить и наоборот. В таком случае у нас 1-я, 2-я, 4-я и 5-я шейки распредвала будут работать на сухую. И распредвал и в целом головка блока цилиндров выйдет из строя. Смазываем тщательно ось маслом. Ставится сразу шайбочка упорная. Ставится коромысло. Ну и так последовательно. Пружинка, коромысло, шайбочка. Желательно это ставить сразу вот так вместе с шайбой, брать и ставить. Тогда легче проходит оська в коромысло и в следующую опорную шайку. Если где-то подкусывает шайба, можно тоненькой отверточкой подправлять. Фиксируем ось коромысел фиксирующим винтиком. Плоская отверточка. Затягиваем до упора. Ну так, не особо сильно. Ну и переходим к регулировке распредвала. Сейчас на крышке датчика фазы, за счет которой регулируется осевое перемещение распредвала, установлена самая тонкая прокладка. Я вот здесь кусочек оторвал, померил штангелем, примерно она где-то 0,5 мм. Сейчас мы ее установим в таком положении и попробуем, какое будет перемещение распредвала. Если распредвал зажмет, то надо увеличить толщину этой прокладочки. Видим, что распредвал у нас даже с самой минимальной прокладкой 0,5 мм, он у нас очень сильно перемещается. Сейчас мы берем индикатор часового типа и замеряем это перемещение. Вот в данном случае у нас осевое перемещение что-то в районе 0,2. Это очень хорошо. Плюс еще зажмется прокладка. И где-то будет у нас примерно, ну, соток 15. Осевое перемещение не должно превышать 0,5 мм. В данном случае нам нужно установить прокладку на корпус датчика фазы толщиной 0,5 мм. И также после установки, после обтяжки уже непосредственно здесь еще ставится кронштейн крепления модуля зажигания. Нужно вместе с кронштейном затянуть и измерение повторить. Если все нормально, можно оставлять. В случае, если карбюраторный двигатель, то собирается полностью здесь корпус с приводом трамблера и с бензонасосом. Он немного больше в размере. Ну, он затягивается просто. Здесь никаких кронштейнов нету, просто затягивается. Немножко герметика. И то же самое проверяется также аналогично. Головка полностью собрана и готова к установке. Все поверхности обезжирены. Ну, саму установку, сборку я уже не буду показывать, это уже никому не интересно. Ну, как говорится, от винта
Двигатель шепчет. Немножко, конечно, побрякивают клапана. Но стук уже исчез. Ну вот, ребят, такой вот ремонт. В принципе, свою задачу мы выполнили. Нашли неисправность. За такой короткий пробег, ну, что там может случиться? Ну, да, двигатель эксплуатировался немножко неправильно. Использовалось, скорее всего, что некачественное масло. Также, скорее всего, что была не своевременная замена масла. Ну, отсюда все результаты. Ну, надеемся, что этот моторчик еще поживет. Ну, а на этом у меня все. Если вам видео понравилось, не забывайте оценивать, не забывайте подписываться на канал. И всем спасибо, всем всех благ, до новых встреч.